родилась в одном из холодных регионов России, недалеко от границы с Монголией. Там, где зимы необыкновенно суровые и холодные, минус 30, минус 40 градусов. В детстве моя бабушка просила одевать меня в варежки. Я, как все маленькие дети, не хотела этого делать. Тогда она рассказывала историю о волшебных нитях, из которых были сделаны эти варежки. Нити, которые были сотканы из лучей солнца. И поэтому они были теплыми и нежными. Тогда я не знала, что варежки были сделаны из кашемира. В детстве мы верим сказкам наших бабушек, но хочется в них верить иногда и потом. Когда я соприкоснулась с этим явлением, с кашемиром, я и не подозревала, что за ним целый мир. В нем столько интересного и таинственного, как в том сундучке с секретом, открывая который, вы всегда находите что-то новое. Кашемир берет самое главное от природы. От солнца тепло, от воды нежность и чистоту, от ветра движение и свободу. Кашемир – это еще и захватывающее путешествие в пространстве и времени, по разным уголкам света, историческим эпохам и культурам. Это путешествие, в которое я вас приглашаю. Кашемир – это материал, который начал использоваться в странах Центральной Азии. Точную дату его появления определить невозможно. Традиция кашемира существует испокон веков. В районе Тибета и Гималаев всегда было очень трудно держать овец. Для них там очень мало пищи, ведь овца ест только свежую траву, в отличие от козы, которая гораздо более неприхотлива и может питаться грубым кормом, сухой травой, корнями. Поэтому в этих краях с древнейших времен стали разводить коз, которые давали людям сразу 3 продукта – молоко, кожу и волокно. Это и было то волокно, которое теперь мы называем кашемир. Название этому удивительному материалу дала индийская провинция Кашмир. Согласно легенде, туда пришли персы и, увидев местных коз с тончайшим теплым пухом под шерстком, были поражены. Они научили жителей Кашмира делать из него ткань. Сегодня индийского кашемира на рынке не так много, но название осталось. Существуют разные версии значения слова «кашмир». В переводе с санскрита «каш» означает «появляться», а «митра» — «друг». Если соединить вместе, получится «появление друга». И часто кашемир действительно становится нашим хорошим близким другом. Митра — это еще и бог солнца в древнеиндийском пантеоне. Может, отсюда и берет начало та удивительная теплота, которой наполнен кашемир. Появление кашемира в Европе связано с именем Наполеона. Когда он совершил свой поход в Египет, в числе многих подношений ему была подарена шаль, сделанная из тончайшей ткани. Такие использовали в своей униформе телохранители султана, воинственные мамилюки. Вернувшись во Францию, император преподнес шаль своей жене Жозефине, и таким образом он ввел новую моду во французский двор. Позже, по заказу Наполеона, было привезено некоторое количество кашемирового пуха. Потребовался целый год, чтобы изготовить еще одну шаль для Жозефины уже на французской мануфактуре. Считается, что с этого и началось производство кашемира в Европе. Обязательным аксессуаром в светских гостинах кашемировая шаль стала в середине XIX века. Эту моду ввела Евгения, последняя императрица Франции. Говорят, она устраивала такой аттракцион. Когда беседа становилась скучной, она снимала с безымянного пальца кольцо
и демонстрировала, с какой легкостью сквозь него проходит ее шаль. Una balla di cashmere in una piazza. Однажды мы поставили на городской площади одну емкость с кашемиром, а другую с обычной шерстью. И когда проходили люди, они это трогали. Когда трогали кашемир, улыбались, а когда трогали шерсть, не улыбались. Ученые давно доказали, что именно когда трогаешь, на ощупь, это дает настроение. Люди улыбаются, когда есть что-то приятное на ощупь. Fa sorridere l'essere umano. Una cosa importante per me. Для меня тактильные ощущения очень важны в жизни. Я уверен, когда человек трогает кашемир, он становится лучше. Я так говорю не потому, что я сноб, а просто потому, что я убежден, что это крайне важно для человечества. Speciali anche per l'umanità. Кашемир – это любовь с самого первого взгляда. Ты не знаешь почему, но эта вещь, она твоя. И ты хочешь обладать этим. Это брак по любви и по расчету. Я много раз заходил сюда, и мне казалось, вот одежда, которая мне очень нравится, но которую я никогда не буду одевать. Пока не попробовал. А когда попробовал, уже не могу от этого отказаться. Кашемир – это не просто одежда. Это скорее образ жизни, целая философия. Обычно к философскому созерцанию склонны люди, которые много странствуют по свету. Действительно, почувствовать и понять, что такое кашемир, можно только объехав полмира. Путешествие по следам кашемира вначале приведет нас в Иннар-Монголию, то есть внутреннюю Монголию. Так называют одну из северных провинций Китая. Здесь, за Великой Стеной, словно в таинственной шкатулке, хранится много чудес. Китай всегда славился своими загадками и парадоксами. В этих краях появляется на свет лучший в мире кашемир. Большую часть внутренней Монголии занимают горы, безлюдное плато со скудной растительностью. С запада подступает пустыня. Летом под 40, зимой минус 50. Суровый, резко континентальный климат. Это идеальные условия обитания капра хиркус. Именно так по латыни кашмирская коза. Во внутренней Монголии живут как овцы, дающие шерсть, так и козы, дающие кашемир. Это зависит от пастбищ. Если пастбище богатое, то там предпочитают использовать овец, так как они дают очень много шерсти. Основная характеристика кашемира – это его невероятная мягкость. Шерстяное волокно не достигает 14 микрон, в отличие от кашемира. К тому же кашемир более блестящий, чем шерсть, и лучший по качеству. Китайский кашемир бывает 3 цветов – белый, светло-серый и коричневый. Белый и коричневый – это естественные цвета, а серый получается от скрещивания животных с белой и коричневой шерстью. Больше ценится белое волокно, потому что оно лучше всего ведет себя при окраске. Правда, существует и 4-й оттенок – красный. Он очень редкий и стоит даже больше, чем белый. Понятие «кашмирская коза» не означает устойчивую породу. Наличие тончайшего пуха подшерстка – вот то особое свойство, которое приобретают козы капра хиркус, когда пасутся в экстремальных условиях высокогорья. У коз нет слоя жира, и нижний пух – единственный способ не погибнуть лютой зимой. Подшерсток растет с середины лета до середины зимы, а ранней весной козы линяют. Согревающий пух становится им не нужен. В это время разражается настоящая кашемировая лихорадка. Сейчас май. Самое время вычесывать пух. Сезон у нас короткий, 1 месяц в году. Наши козы очень смирные по отношению к человеку. Они совершенно не боятся.
Это специальная чесалка. Она была точно такой же и 100 лет назад. У моего отца была такая же. И у деда. Одна коза дает совсем немного пуха. После сортировки и промывки его останется буквально 100-150 граммов. Но и этот пух ценится по-разному. Самое тонкое и длинное волокно вычесывается с груди и живота козы. Этот пух всего 14-15 микрон. Для сравнения, человеческий волос 75 микрон, то есть в 5 раз толще. Лучшим кашемиром, представленным в настоящий момент на рынке, является кашемир, привезенный из внутренней Монголии. Он лучший, потому что они используют животных, проходящих селекционный отбор. Поэтому их кашемир более тонкий, более чистый, более светлый. Для того, чтобы впоследствии предложить в магазинах готовые вещи определенного уровня, тоже требуется тщательная селекционная работа. Я испытываю особую благодарность к моим русским друзьям, потому что они начали открывать совершенно новую, непротаренную дорогу для клиентов магазинов «Кашемир» и «Шелк». Они создали действительно прекрасные магазины, отличного качества и высокого уровня. И я думаю, что сегодня Виктория и ее команда очень большие молодцы. Они делают хороший выбор с хорошим европейским вкусом. Для меня выбор кашемира – это осознанный выбор, выбор качества, это выбор стиля в первую очередь. Я как девочка люблю вот именно ощущение прикосновения к телу этого материала, этой ткани. Я вспоминаю первый свой поход в магазин «Кашемир и шелк», был 99-й год, зашел за обычным свитером из шерсти, а девушка говорит: попробуйте кашемир. Я спросил: а что это такое? Вы говорите: вы померьте, а потом я вам объясню. Я померил, не стал снимать, ушел прямо в нем из магазина, и с тех пор шерсти практически не ношу, ношу только кашемир. Он мне очень сильно нравится, я ощущаю, что это как будто моя вторая кожа. В Китае путь кашемира только начинается. Ему еще многое предстоит пройти. Он должен будет превратиться в нитку, затем в полотно, и только после этого он станет тем чудом, прикосновение к которому помнит каждый. Идя по следу кашемира из Китая, мы попадаем на другой конец света – Шотландия, край горцев, волынок и виски. Здесь туман укрывает далекие горные вершины, поросшие вереском и чертополохом. Потемневшие от времени замки словно вырастают прямо из воды. В одном из таких озер живет знаменитое Несси-Лохнесское чудовище, пришедшее из рыцарских времен, когда еще жили на земле драконы. Можно, конечно, не верить в легенды, но без них жизнь будет намного скучнее. Это родина великих романтиков – Роберта Бёрнса, Вальтера Скотта. Здесь свято хранят традиции, и время будто останавливается, чтобы дать нам возможность задуматься о смысле бытия. Но почему Шотландия, маленькая горная страна на краю Европы, стала второй родиной кашемира? Для этого есть несколько причин. Одна из них историческая. Именно Великобритания начала экспортировать кашемир из Азии в промышленных масштабах. В XIX веке кашемир пришел в Европу из Индии, Афганистана и Пакистана, территорий, контролируемых Великобританией. Появление кашемира из Монголии и Китая произошло только в XX веке, даже в середине XX века. Поначалу оно было нерегулярным. Вспоминая о ветренном морском климате Шотландии, нетрудно понять, почему местные игроки в гольф с давних времен высоко ценят кашемировые свитера. Климат здесь, конечно, не такой суровый, как во внутренней Монголии, но тоже не подарок. Холодные пронизывающие морские ветра, частая смена погоды. Даже летом иногда хочется надеть что-нибудь мягкое и теплое. Правда, разводили здесь всегда овец, а не коз. Но суть от этого не меняется. Нитки и ткани шотландцы научились делать превосходно. Обработка шерсти в Шотландии – это старейшее ремесло.
Где Твит несется в океан, и Сарк в песках струится. Теперь владение англичан, провинции граница. В этих строках, написанных Робертом Бёрнсом, можно найти одну очень важную закономерность. Две реки, Твит, который протекает по границе с Англией, дал название сорту ткани, а Сарк – знаменитому сорту виски. Это не случайно. И тот, и другой продукт объединяет вода, которая, как известно, дает жизнь всему сущему. Это особо чистая вода, которая стекает с высокогорий Шотландии. В Шотландии часто идет дождь, поэтому у нас нет недостатка в прекрасной, очень чистой воде. На Земле полно мест, где или мало воды, или она заражена, или загрязнена, или она жесткая. Но у нас не так. У нас действительно есть уникальный природный ресурс. Господь благословил нас в Шотландии чистейшей водой. Фабрика Todd & Duncan, на которой мы снимали эти кадры, основана в 1867 году, почти 150 лет назад. Это старейший бизнес в Европе, связанный с кашемиром. Почти 150 лет здесь промывают, а затем сушат кашемир, делают из него нить, окрашивают ее. Отсюда он уйдет дальше, туда, где из ниток сделают ткани и вещи, которыми мы будем наслаждаться. Цвета — это основная отличительная черта пряжи Todd & Duncan, удивительно яркие, в соответствии с последними трендами и тенденциями моды, и пользуются большим уважением, вызывают восхищение. Повторяя путь кашемира, мы должны наконец увидеть, где и как делают те замечательные вещи, которые мы носим. В Европе несколько стран производят одежду из кашемира, но мы выбрали Италию, а точнее Умбрию, провинцию в центральной части полуострова. Этот выбор не случайен. Традиции трикотажного производства существуют здесь с давних времен. Умбрия – родина стольких святых, что ее иногда называют «святая» или «мистическая». Здесь родился Франциск Ассизский, небесный покровитель Италии, один из самых почитаемых святых в Европе. И ставший популярным в последнее время в России, святой Валентин тоже уроженец Умбрии. В пейзажах Умбрии черпали вдохновение многие выдающиеся художники. Умбрию называют «зеленым сердцем Италии». Ее главное достояние – земля, богатая и плодородная. Над этим краем витает терпкий запах вина и оливкового масла. Не случайно, наверное, художники называют коричневую краску умбра – краску цвета земли. Кому-то покажется странным, что в напоенной солнцем Умбрии делают вещи из самого теплого материала на свете. Здесь можно сказать, что само солнце словно добавляет кашемиру своего тепла. Вы можете носить кашемир даже летом, если вы, например, на берегу моря. Кашемир очень приятен не только зимой в Москве, в России. Он очень легкий, он теплый, но не перегревает. Это материал, который вы можете носить 12 месяцев в году. Летним вечером на море, когда свежо и ветрено, лучшая вещь — это кашемировая шаль. Италия по праву занимает одно из первых мест в современном мире моды, и в том числе в производстве вещей из кашемира, где пальму первенства держит Умбрия. В небольшом и очень живописном средневековом умбрийском городке Соломео вот уже более 25 лет выпускает одежду из кашемира Брунелло Кучинелли. 30 лет назад Соломео выглядел совсем по-другому. Разрушенные средневековые стены, тоскливые безлюдные улочки. Первые заработанные деньги Кучинелли потратил на восстановление любимого Соломео. Я за простоту, а также за высокое качество и чистоту.
за чистоту места, где мы работаем, за чистоту стиля, в котором мы работаем. И я думаю, что такое высокое качество и чистота могут быть достигнуты только в красивом месте, только в месте организованном и чистом. Потому что кашемир нуждается во вдохновении для того, чтобы не быть слишком классическим, слишком скучным. А я хочу, чтобы кашемир всегда имел свежее и молодое выражение. Abbiamo un'immagine abbastanza classica e forse non è neanche più tanto interessante. В 2009 году Брунелло Кучинелли был признан производителем года в Италии. Он исповедует философию гуманизма, которую старается воплощать в своем деле. Для него кашемир неотделим от человека, который его носит и который его производит. Почему я вдруг решил работать с кашемиром? Потому что я всегда думал, что кашемир — это что-то такое вечное, что никогда не умирает. Почему я так решил? Потому что если вы покопаетесь в ваших шкафах, отбирая, от чего бы избавиться, я могу вам гарантировать, что вы можете выбросить какой-нибудь там пуховик из нейлона, который, может быть, когда-то стоил дороже, чем свитерок из кашемира. Но вы никогда не выбросите этот свитерок. Особые вещи, которые производятся руками, должны делать особые люди. Моя мама всегда вязала руками. Я всегда видел маму, которая работала на спицах, и из кашемира она вязала свитера. Поэтому, когда я решил работать с кашемиром, я захотел создавать что-то такое особое. Именно Кучинелли сломал стереотип отношения к кашемиру как к качественному и очень дорогому, но скучному и традиционному материалу. В коллекциях Брунелло Кучинелли кашемир обрел яркие цвета и фэшн-формы. Если еще 20-30 лет назад не так много людей могли позволить себе кашемировый свитер, то сейчас их стало гораздо больше. Поэтому кашемир должен быть свежим и современным. Кашемир и шелк — это самое мягкое, легкое и элегантное сочетание. Я его очень люблю. Однажды попробовав кашемир, вы привыкаете к его мягкости и легкости. Даже не вы сами, а ваша кожа привыкает. У меня очень чувствительная кожа, и этот материал выбираю не я, а она. Он даже мягче, чем ваша собственная кожа. Когда мы говорим о дорогом для нас человеке, с которым мы абсолютно открыты и искренни, мы называем его ласковый, теплый, нежный, заботливый. Все то же самое я могу сказать о кашемире. Иногда случайные события помогают нам понять что-то важное. Пару лет назад я пригласила клиентов на ужин, на который сама опоздала из-за пробок. Когда я вошла, я увидела то, что меня удивило. Люди, абсолютно незнакомые между собой, общались как друзья, которых что-то объединяет. И тогда я поняла, что не люди выбирают кашемир, а кашемир выбирает людей.